Всем привет, с вами председатель. История наших земель, дошедшая до нас, очень сильно искажена. По разным причинам. Монахам, писавшим наши летописи, нужно было приукрасить победы и, наоборот, сгладить поражение. Каким-нибудь дворянам очень хотелось вписать фамилию своего рода в историю России. И у него была такая возможность. Ну, согласитесь, почетно, когда среди участников того же Мамаева побоища есть имя твоего предка. Но это, с одной стороны, безобидная шалость монахов и аристократов, а вот с другой стороны, уже подмена истории как идеологии государства. Это уже куда серьезнее, и на это работал весь государственный аппарат с его мощью стереть все, что не нужно, и написать все, что нужно. История Москвы в этом плане история очень темная. Как я уже неоднократно говорил, торговым перекрестком Москва могла стать только после строительства железных дорог. Так за счет чего тогда Москва богатела и прирастала территориями, если она ничем не торговала? Но тогда что она охраняла или кого? Строя сначала деревянные крепости, а потом и каменные. Изучая Московский Кремль, ты все больше и больше приходишь к той мысли, что никакого белокаменного Кремля Дмитрия Донского просто не существовало. Ну, сейчас, например, нет абсолютно никаких свидетельств существования того белокаменного Кремля Дмитрия Ивановича Донского. Его мы можем искать как ту церковь Мономаха, которую мы с вами так и не нашли в Смоленске. Давайте сегодня продолжим разговор о митрополитах и князьях московских. Кто вообще такие князья? Помните, в прошлом видео я их назвал воеводами церкви. Но какой церкви? Князья – это курфюрсты, герцоги. Давайте сравним все эти термины. Поговорим о Дмитрии Донском, о Золотой Орде, естественно, о Куликовской битве, куда без нее. Ну и о Московском Кремле, конечно. Сейчас мы воспринимаем Кремль как музей, но представляете, вплоть до середины 20 века в стенах Московского Кремля можно было жить. Там были самые настоящие квартиры. Правда, в 1955 году был принят закон, запрещающий проживание горожан на его территории. Последние жильцы были оттуда выселены в 1962 году. Но кому же удалось пожить в таких шикарных апартаментах? В основном, конечно, это были основатели советского государства. В 1918 году в Кремль переехал сам Владимир Ильич Ленин. Потом к нему уже присоединились Сталин, Троцкий, Зиновьев, Дзержинский и многие другие. Интересно также, что в квартире номер 1 проживала известная на то время деятельница революционного движения Инесса Арманд. Об их особых отношениях с вождем пролетариата ходило множество слухов. Но вообще вы знали, что Инесса Арманд на самом деле родилась во Франции и звали ее Элизабет Инесс Пешо дер Банвиль. И когда в юности она переехала в Россию, то вышла замуж за Александра Евгеньевича Арманда. Вот, кстати, смотрите, какие документы я откопал благодаря поиску по архивам. Это церковная метрическая книга, в ней записаны сведения о крещении сына Инессы Арманд Федора. Он родился 14 февраля, был крещен в церкви Илии Пророка в Сергиевом Посаде 10 марта. А еще, оказывается, Инесса Арманд была православной веры и звали ее Елизавета Федоровна Арманд. Теперь у нас появилась отличная возможность узнать больше о предках, родственниках или исторических личностях при помощи поиска по архивам Яндекса. Сейчас мы уже можем искать записи по архивам Москвы, Оренбурга, Великого Новгорода. Другие города тоже будут, но позже. Сервис позволяет быстро находить имена, фамилии, названия населенных пунктов. Можно искать людей по метрическим книгам, ревизским сказкам и исповедным ведомостям. Вы можете даже узнать, к какому сословию принадлежали ваши предки, например, к купцам или к крестьянам. Ссылку на Яндекс.Поиск по архивам оставлю в описании. Обязательно прикоснитесь к истории своих предков и делитесь своими находками в комментариях. Мифический белокаменный Кремль Дмитрия Ивановича Донского. Если открыть полное собрание русских летописей, том 8 – это Воскресенская летопись. За 6874 лето, то есть за 1366 год, есть запись, что
той же зимы князь Великий Дмитрий с братом князем Владимиром Андреевичем замыслиша ставить город Москву камень. И уже умыслиша то и сотвориша. То оба зимы и камень повезоша к ограду. Я напомню, что Дмитрию Донскому, тогда еще, правда, никакому не Донскому, просто Дмитрию Ивановичу было всего лишь 16 лет. А его брату, вернее, двоюродному брату, Владимиру Андреевичу Храброму, вообще 13. И уж если и говорить о каком-то строительстве белокаменного московского Кремля, то нужно называть имя митрополита Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, который и был фактическим правителем московского княжества в те времена. Всему виной, конечно, пожары, как нам сообщают летописи. Ведь не прошло и 30 лет с постройки нового дубового Кремля Иваном Калитой, дедом того же Дмитрия Донского и Владимира Андреевича Храброго. Что вообще такое 30 лет для дубовой крепости? Ну, открываем Бартеньева, Московский Кремль в старину и теперь, где написано, что Калита как раз и строил дубовый Кремль, как говорится, с поправкой на ветер. Смотрите, эти пожары, происходившие по неосторожности или из мести, были особенно страшны тем, что всегда угрожали оставить город незащищенным, без башен и стен. Поэтому мудрый хозяин земли московской, князь Иван Данилович Калита, озаботился воздвигнуть более надежные укрепления столицы из такого материала, который мог бы противостоять огню лучше, чем смолистая ель и сосна. И в 1339 году заложен град Москва-Дубов. Тут мы можем прочитать и про качество стен. Вновь возведенные князем Иваном Даниловичем стены и башни Кремля были построены из вековечного старого дуба, которого ни сломать, ни сжечь. Ха-ха-ха, не тут-то было, не прошло и 30 лет, как случился Всехсвятский пожар. Здесь же, в этой же книге, 1365 год, но самым ужасным был так называемый Всесвятский пожар. Того же лета загорелся город Москва от всех святых, сверху от Чарторьи, и по горе посад весь, и Кремль, и Заречье, бысть-бо тогда засуха велика, еще же и буря к тому ставилия, и Миташа за 10 дворов головни, и Берна с огнем, и не ползе гасите, в едином бо месте гасяху, а в 10 загорашися. В общем, во время этого пожара дубовые стены Кремля по всему вероятию тяжко пострадали. Как нам говорят историки, в этом пожаре сгорели крепостные дубовые стены и прочие кремлевские постройки. Про кирпичный Кремль, который мы видим сейчас, я уже делал несколько видео. У меня есть целый плейлист. И если не считать всевозможных готических надстроек над башнями, которые достаточно сильно поменяли облик этой крепости, Московский Кремль из красного обожженного кирпича в конце 15 века строили более 13 лет. А схожий по размерам белокаменный Кремль в середине 14 века Дмитрий Донской со своим братом возвели за год. А им еще нужно было демонтаж старого дубового Кремля Калиты произвести. И опять же, как пишет Бартеньев, остатки этих стен, сложенных почти 6 веков тому назад, были найдены при постройке Большого Кремлевского дворца в середине 19 века. То были большие дубовые брусья почти с аршин в диаметр, они лежали одно на другом стеною, еще наполовину сохранившиеся на протяжении 22 аршин в расстоянии более 3 сажен от существующей теперь стены внутри Кремля, со стороны Неглинной. То есть какие-никакие подтверждения того же дубового Кремля у нас есть, а вот белокаменного Кремля Дмитрия Донского не осталось даже ни одного камешка. И потом, я уже говорил, этот Кремль строится как будто специально для того, чтобы через год на него напал Альгерд Гедеминович, великий князь литовский. Причем с ним идут все князья литовские, и его брат Кейстут, племянник Витовт, все литовские герои с памятника тысячелетия России. Но что интересно, при этом же идет князь Тверской Михаил и Смоленская сила. И это при том, что в Москве сидит митрополит Киевский и всея Руси. А как я в прошлом ролике сказал, всея Руси – это изначально церковный титул, который, как нам говорят, подчеркивает единство церкви в условиях наступившей на Руси феодальной раздробленности.
Но я вам скажу, Дмитрий Донской построил отличный Кремль. Литовские силы совместно с Тверскими и Смоленскими не могли его взять. Осада, по сути, провалилась. Через 2 года, в 1370-м, идет второе нашествие Альгерда. И опять с Тверским князем. Что нам пишет Бартеньев? Неприступность Кремля, столь наглядно доказанная, имела многочисленные важные последствия. В сущности, этим был решен спор о верховенстве. Потерпевшие неудачу Тверской князь и Альгерд потеряли первые симпатии русских за то, что он навел на русскую землю литовского князя, а второй – обаяние своей силы. Поэтому, когда в 1375 году князь Московский двинулся опять на Тверь, то к его полкам добровольно примкнуло 19 князей. Существование надежного убежища, каким оказал себя Кремль, привлекло к себе всех ищущих безопасности, твердой опоры. Но почему же тогда Мамая нужно было разбивать за 300 километров от этой неприступной крепости? Ведь нам только что писали, имея такую крепость, можно было практически никого не бояться. Но есть карты, и я вам ее показывал, где отмечено Куликово поле между Доном и Северским Донцом, то есть почти что в 3 раза дальше, 850 километров от Московского Кремля. Согласитесь, расстояние для 14 века какое-то просто фантастическое. Причем здесь же рядом, на этой карте, мы видим ставку Мамая. То есть, получается, Мамая разбили прямо здесь, на его земле. Конечно, никаких археологических подтверждений, что именно здесь была Куликовская битва, нет. Ну, здесь просто никто не ищет. Карта в этом плане уникальная. Ну, я вообще первый раз встречаю, чтобы было где-то подписано Куликово поле. Это карта Страленберга, новое географическое описание Великой Татарии. Ну вот почему-то все гадают, а что вообще такое Куликово поле? Это кулишки, там жили кулики, ну то есть на болоте, и пытаются привязать его к какой-то местности. Куликово поле. Ну вы меня извините, вот я иду гулять, вот оно передо мной поле. Как оно называется? Кого не спроси, никто не скажет. Какое оно там? Куликово, Коровье или, может быть, Сверчково поле? Да это просто поле, но, черт возьми, не могли Мамай и Дмитрий Донской сражаться на просто поле. Поэтому его нужно было назвать. А теперь вопрос, кто дал название этому полю? И ведь вы понимаете, у нас все так, все эти названия поздние. Такие термины, как крестовые походы, Золотая Орда, Киевская Русь и, собственно, Куликово поле придуманы позже. Помните, что я все время повторяю, история России – это история церкви. Как я уже говорил в прошлом своем видео, титул «Всея Руси», который потом закрепился за великими князьями, за царями, изначально был церковным титулом. Это был титул митрополита Киевского и всея Руси, который, собственно, перебирается в Москву. Москва становится метрополией, и за счет мощи церкви, какой церкви мы опять же говорили в прошлом видео, греко-кафолической, византийской церкви, никакой русской церкви во времена так называемого татаро-монгольского нашествия не было. А этот период как раз и считается расцветом русской православной церкви, которая на самом деле греко-кафолическая, византийская. Византийский патриарх совместно с византийским императором ставят митрополита всея Руси. А что это как не надгосударственное управление? Но по факту сама Византия находится как кукла-петрушка на руке генуэзцев, торговцев, банкиров, ростовщиков. Заметьте, что историки не называют конкретных имен, они просто говорят генуэзцы или венецианцы. Хотя, говоря про Русь или Священную Римскую империю, за любым событием стоит конкретный император или великий князь. Да, кстати, посмотрите на флаг генуэзцев. Точно такой же флаг сейчас у Англии. Как нам говорят, он стал английским символом не потому, что англичане – это наследники генуэзцев, а потому что в Средневековье, во время крестовых походов, он, по сути, и являлся символом этих крестовых походов. Так вот, давайте посмотрим, что предшествовало так называемому Мамаеву побоищу, Куликовской битве. В 1378 году, то есть за 2 года до Мамаева побоища, умирает фактический правитель Московского княжества, митрополит Алексей или Алексий.
Именно он, как нам говорят, был основателем Чудового монастыря в Кремле. Кстати, замечу, многие Чудов монастырь или Чудское озеро ассоциируют с названием племени или народности Чудь. Но вот официальная история нам говорит, что Чудов монастырь, оказывается, был заложен во имя чуда архангела Михаила. Да, но почему тогда его не назвали Архангельским монастырем? Ну да ладно, митрополит Алексий умирает. Что это значит? Это значит, что Византия должна поставить нам нового митрополита. Ну, якобы избрание этого митрополита проходит в Москве собором епископов. Епископ в переводе с греческого «надзирающий», «смотрящий». И они выбирают митрополитом некого Митяя. Якобы он являлся духовником князя Дмитрия Ивановича, и это было его пожелание. Ну, вы сами понимаете, это пожелание нигде исторически не задокументировано. Ну, возможно, в какой-то поздней художественной литературе. Я все-таки стараюсь рассматривать именно факты. Так вот, этот Митяй должен отправиться на поклон в Византию, в Константинополь. И тут среди потенциальных митрополитов всея Руси начинается борьба за власть. Ну, как говорится, все под Богом ходим. Все мы люди, все мы грешные. Как вы понимаете, церковь византийская, хотя и называется всея Руси. И все митрополиты наши либо греки, либо болгары, либо малороссы. Поэтому Митяй, который родился в Серпухове, как-то не очень подходил, видимо, для управления византийской церковью всея Руси. На этот титул претендовал и Дионисий, выходец из Киева, и болгарин Киприан, и Пимен, правда, где он родился и где принял иноческий постриг, неизвестно. А вот умер он в Византии. Да, нужно еще заметить, что при этом всем существует еще некто Сергий Радонежский, игумен земли русской. Именно так его окрестят в дальнейшем. Основатель ряда монастырей, в том числе и Свято-Троицкого монастыря в Сергиевом Посаде, то есть Троице-Сергиевой Лавры. Причем он, как нам говорят, даже не лезет в эту борьбу за митрополичий престол. Единственное, смотрите, какая деталь, когда Дмитрий Донской отправляется на так называемое Куликовское сражение, он просит благословения не у митрополита Московского, ну, вернее, Киевского и всея Руси. Он просит благословения у Сергия Радонежского. Удивительно, почему? Постараемся это разобрать в следующий раз. И вроде бы, что там ехать до этой Византии? Всего лишь пересечь Черное море. И вот смотрите, как получается. В 1379 году, то есть за год до Куликовского сражения, в Константинополь отправляются сразу 4 потенциальных митрополита. Митяй из Серпухова едет вместе с Пименом. Собственно, он должен стать митрополитом всея Руси. Отдельно едет Киприан, отдельно едет Дионисий. Все едут в Константинополь. А в Константинополе тем временем Великая Замятня. Помните, да, про Великую Замятню в Золотой Орде. Но они там не могут разобраться, кто будет великим ханом. Орда делится на части. И вот смотрите, Византия. Там идет борьба за престол отца с сыном. Борются палеологии. Император Иоанн V и его сын император Андронник IV. Палеологи. За Андронником стоят генуэзцы, а за Иоанном венецианцы. Потрясающе, да? И вот Андронник, то есть сын, свергает своего отца 3 годами ранее, в 1376 году, с помощью генуэзцев. А вот в 1379 уже с помощью венецианцев Иоанн V, палеолог, восстанавливает свою власть. И вот в эту Великую Замятню из всея Руси едут потенциальные митрополиты. Ну, естественно, Митяй до Константинополя не доехал, что-то его прихватило в море. И он быстренько заболел и умер. И вроде только что нам рассказывали про какой-то собор епископов, который устраивался в Москве, чтобы выбрать митрополита всея Руси. Но, видимо, Константинопольской патриархии он не пригодился. Выбрали Пимена митрополитом Киевским и всея Руси, а Киприана митрополитом Литвы и Малороссии. Ну, видимо, чтоб никто не обижался. Но я подчеркиваю, это точка зрения официальных историков. Так они трактуют эти события. А Дионисий остался в Византии жить. Он станет митрополитом Киевским и всея Руси в 1383 году. Кстати, заметили, у палеологов тоже
очень много Иоаннов, как и у нас. У нас тоже был и Иоанн V, и Иоанн VI, как, собственно, было полно Людовиков во Франции, и Карлов в той же Швеции. Да, ну кто там прародитель Карлов? Пожалуйста, Карл Великий. Каролус Магнус. Я думаю, это вам переводить не нужно. Это тот же Базилевс, которые у нас почему-то потом стали Васильевичами или Василиями. И вот, по всей видимости, вот эта вот великая замятня в Константинополе послужила для Дмитрия Донского неким сигналом. Помните, в прошлом видео я сказал, что князь – это воевода церкви, но какой церкви? Русской? Нет. Греко-кафолической или византийской церкви. Ну, понятно, с одной стороны князь, а с другой стороны наместник Бога на земле. Как вы сами видите, силы не равны. Но нам-то почему-то пытаются доказать наоборот, что князь был главнее всего, а под ним уже ходили всевозможные церковные иерархи. Нет, это только потом царь станет всея Руси и станет главой церкви, а пока князь только воевода церкви. Может быть, как-нибудь разберем с вами слово «князь», вообще откуда оно взялось? Чье это слово? Русское, латинское, греческое? Я просто не хочу, чтобы вы потеряли мою мысль. Князь сопоставим с герцогом или с курфюрстом той же Священной Римской империи. Курфюрст с немецкого – это князь-выборщик. И вот смотрите, как выглядели курфюрсты. Это иллюстрация из кодекса Балдуинуса. Ну или иллюстрированная хроника о императоре Генрихе VII. И здесь вот 7 курфюрстов избирают Генриха VII императором. Согласитесь, их облачения очень напоминают церковное облачение. Так вот, наш князь, курфюрст Дмитрий Донской, не принимает митрополита Пимена, которого нам на всея Руси выбрала византийская церковь. Ну, а по сути, генуэзцы. Вы можете представить себе такую дерзость, как нам говорят, когда Пимен со своей свитой приблизился к Коломне, великий князь Дмитрий Иванович приказал его схватить и отправить в Чухлому, Костромская область, где Пимен и находился в заточении. Но что удивительно, на Русь приехало 2 митрополита всея Руси. Наши историки, правда, разделили их полномочия, как я раньше сказал, один Пимен становится митрополитом всея Руси, а Киприан – митрополитом Литвы и Малой Руси. Правда, опять же, в некоторых источниках говорится, что Киприан благословляет Дмитрия Донского на борьбу с Ордой, то есть еще до Куликовского сражения. Так, ну если вы хотите узнать, что это за источники, вот, например, лицевой летописный свод. Обожаю это цифровое издание, где листаешь страницы и слышно их шелест. Причем тут есть как оригинал текста на церковнославянском, так и на русском, но со звучанием как на церковнославянском, и просто перевод. Так вот, князь Великий Дмитрий Иванович говорит: «Я послал Пимена как служащего Митяя, а не в митрополиты». И так послал в Киев отца своего духовного Феодора, игумена Симоновского, в месяце марте за Киприаном митрополитом, зовя его с великою честью на Москву. То есть, представляете, одного митрополита посадил в заточение, а за вторым якобы послал. И пришел Киприан из Киева в Москву в четверг 6-й недели по Пасхе в праздник Вознесения Христова, и встретил его князь Великий с детьми своими и с боярами и со всем народом со многою честью. И вот уже князь с Киприаном. Князь же Великий все сие поведал отцу своему Киприану, митрополиту всея Руси. Он же сказал: «Видишь ли, Господне, сын мой возлюбленный, о Господи, Божьим попущением за наше согрешение идет пленить землю нашу». Ну, это про Мамая. И вот опять князья Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич идут к отцу своему Киприану, митрополиту всея Руси, и поведал ему, что Егайло, князь Литовский, и Олег, князь Рязанский, объединились с Мамаем на нас. Киприан же митрополит сказал: «Ты, Господи, сын мой, о Христе, каковы обиды сотворил им». Ну и все в таком духе. И вот даже, смотрите, перед встречей с Сергием Радонежским, читаю: «Восхотел же князь Великий идти в монастырь к живоначальной Троице и преподобному игумену Сергию, и, пойдя, благословился у отца своего Киприана». То есть мы имеем факт,
двух митрополитов всея Руси, Пимена и Киприана одновременно. И вот что получается, смотрите, один митрополит от генуэзцев, а второй от венецианцев. И, собственно, Дмитрий Донской-то не борется за какую-то независимость, он просто выбирает сторону венецианцев. И поэтому генуэзцы дают приказ засланному казачку Мамаю собирать войска и идти на Москву. Это опять к слову о Золотой Орде или о самостоятельности того же Мамая. Кстати, Мамай после этого сражения, как вы думаете, бежит куда? В Кафу. Это как раз столица Генуэзской республики на тот момент. Ну, хорошо, не всей Генуэзской республики. Историки поправят, скажут, Кафа – столица Генуэзского Крыма. Пусть. Мамай в итоге там и умрет. Помните, где умер Березовский? Тоже в нынешней столице Генуэзской республики. В Лондоне. Все бегут к своим хозяевам, думая, что они их защитят. Но вы уже отработанный материал. Я специально в этом видео не касаюсь самой битвы Куликовской. Об этом мы поговорим в следующем ролике. Я хочу, чтобы вы поняли предысторию этой битвы. Ведь историки нам об этом не рассказывают. Ну, конечно, у нас же история России – это история церкви. Нам, конечно, будут рассказывать, что Куликовская битва – это попытка выйти из-под влияния Золотой Орды. И что Дмитрий Донской уже сделал первый шаг, он уже перестал платить дань. Ну и не плати дальше. С чего мы начинали? У нас есть белокаменный Кремль Дмитрия Донского, который является неприступной крепостью. Не плати и сиди в своем Кремле, когда к тебе придет враг. Тем более, в этой Золотой Орде великая замятня. Тохтамыш воюет с Мамаем. Ну, как нам говорят историки. Дождись, когда Тохтамыш поймает Мамая или наоборот. Они сразятся, ослабят друг друга. А ты уже выйдешь из Кремля и добьешь их. Ну так, на мой взгляд, было бы просто логичнее. Но это было бы логичнее, когда на самом деле Золотая Орда была бы кочевниками, монголо-татарами. Нам расскажут про союзный договор всех русских князей, которые сражались за независимость от Золотой Орды, от кочевников, от монголов. Но спустя всего каких-то 2 года после вот этой вот Куликовской битвы Тохтамыш приходит и не оставляет мокрого места от Москвы. А Дмитрий Донской в итоге чеканит, как нам говорят, первую серебряную монету после так называемого безмонетного периода на Руси, где на одной стороне монеты, как нам говорят, изображена печать Дмитрия Донского, а на другой стороне арабской вязью идет восхваление Тохтамыша, который разгромил Москву в 1382 году. Где был неприступный белокаменный Кремль? Наши историки только разводят руками. И опять же, только факты. Как вы думаете, что происходит в 1382 году? Великий князь Дмитрий Иванович Донской ссорится с митрополитом Киприаном и удаляет его от митрополии и призывает Пимена, который сидел в чухломе. Вы понимаете, историки нам говорят, что уже князь решает, кому быть митрополитом. Хотя эти митрополиты ездили в Константинополь на поклон куклам-петрушкам, которые были на руках у генуэзцев и венецианцев. Вот такая вот история. И добавлю, здесь же в этот момент, в Москве, в 1379 году, как раз во время Великой Замятни в Константинополе, появляется некто Стефаний, который будет пермским, который поедет крестить Пермь Великую, даст пермякам зырянскую азбуку, перепишет священное писание этим зырянским языком. Это все происходит в одно и то же время, в так называемую Великую Замятню в Константинополе. И поедет он не куда-нибудь, а на пересечение рек Северной Двины и Вычегды. Это очередной поход для завоевания рынков Перми Великой. Ведь и Куликовская битва проходила не просто на пустом месте. Она проходила на месте Волока, соединяющих бассейны рек Дона и Оки. Как я уже неоднократно говорил, все войны ведутся за рынки. Давайте с этого и начнем следующий ролик.
Ну а теперь шок-сенсация. В честь 4-летнего юбилея магазина russkayodezda.rf «Предсельмак» небывалые скидки, и не только на теплые вещи, которые, к слову, в нашем шоуруме на земляном валу 7 со скидкой 20%. Куда вы можете не только прийти, но позвонить и выбрать вещь из наличия по телефону. Наша цель – одежда только из натуральных тканей отличного качества. В Предсельмаге ничего не шьется оптом. В течение недели все индивидуальные корректировки без доплат. На мужские и женские хлопковые и льняные брюки скидка до 10%, а на изделия из натурального шелка до 20%. Чудесные невесомые, но при этом очень прочные рубашки и необыкновенно удобные шелковые пижамы. Русская одежда гордится своими душегрейками из оригинальных павлово-посадских платков, которые идеально дополнят рукавички и сумочки. Наш главный сюрприз – новый комплект. Сумочка с фермуаром и настоящий платок из павловского посада. А при покупке комплекта душегрейка и сумочка мы предложим чисто шерстяной платок по цене 1500 рублей, а огромную шаль из уплотненной шерсти с вывязанными шелковыми кистями за 3000. Я думаю, вы оцените предложение нашего магазина. Побалуйте близких эксклюзивным подарком, не дожидаясь особого повода. Скидки продлятся неделю, не затягивайте с заказом. На сайте russkayodezda.rf «Предсельмак». Ну, а у меня на этом все. Пишите ваши комментарии, ставьте большой палец вверх или вниз. Не поленитесь, обязательно оцените это видео. Ну а с вами был Председатель, и увидимся в будущем. Пока.